При подготовке заявки на грин-карту EB-1 один из самых обсуждаемых критериев – это награды. Но какие награды и премии действительно имеют вес? Что считается значимой наградой? И как правильно доказать их значимость в своей петиции? Во всем этом поможет сегодня разобраться лицензированный юрист с 25-летней практикой Татьяна Арестова. Добрый день, Татьяна. Добрый день, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Татьяна, давайте с главного. При подготовке петиции EB-1 какие именно награды USCIS признает как значимые? Да, спасибо за этот вопрос. Его часто задают и мои клиенты, и те, кто только хочет стать моими клиентами. Итак, давайте разбираться. Итак, прежде всего, требования в законе формулируются следующим образом. Заявитель должен либо иметь одну очень значительную награду, тогда ему не нужно уже удовлетворять никакие другие критерии, то есть, например, это может быть олимпийская медаль, Нобелевская премия, возможно, такие награды, как премия Филдса в области математики, или сравнимые, схожие с этим награды. Или, если такого достижения у заявителя нет, то он может представить вниманию миграционной службы так называемые более мелкие, либо национально, либо международно признанные призы и награды. И здесь ключевое значение имеет слово «признанные». Важно показать, что данные награды являются признанными или на международном, или на национальном уровне, и в общем и целом награды должны свидетельствовать о выдающемся статусе данного заявителя в данной области. Вот такой общий критерий подхода. А есть ли примеры, может быть, описание, какие именно национальные награды могут подходить и какие международные, в том случае, если нету премии Филдса или олимпийской медали? Да, безусловно. Я вот сегодня даже подготовилась и записала некоторые награды, которые, например, стали предметом обсуждений в апелляционной службе иммиграционной, то есть есть база данных решений американской апелляционной службы, которая называется AAO, Administrative Appeals Office. Любопытные граждане могут пойти почитать, поинтересоваться, как пишут свои решения иммиграционные офицеры. И вот я выбрала именно те, в которых обсуждаются именно награды, и награды признаются. Значит, дело в том, что если, например, у заявителя очень хороший кейс, мы подаем его, и он одобряется с первого раза, то мы не знаем, какие критерии, какие награды офицер нам признал. Мы что-то знаем о мнении иммиграционных офицеров только в двух случаях. Либо если офицер присылает запрос на дополнительную информацию, так называемый RFE, и в этом случае офицер обсуждает призы и награды, которые мы предоставили, и рассказывает, почему они были признаны. Или, например, если офицер отказывает в кейсе, то он обсуждает призы и награды, если он отказывает по этому критерию, или даже если он дает этот критерий, все равно он обсуждает, что ему понравилось или не понравилось. Или вот в таких апелляционных решениях также офицер, если он признает какой-то критерий или награду, он этот критерий, эту награду обсуждает. И вот, например, можем рассмотреть такую область, как реклама и маркетинг. Например, награда Cannes Lions International Advertising. Это награда, каннская награда, но не совсем каннский фестиваль, а Cannes Lions – это именно награда за рекламу. Вот как неудивительно, эта награда не была признана офицером иммиграционной службы, дело пошло на апелляцию, и, безусловно, эта награда была признана как награда на апелляции. Например, такая награда, как Clio Awards, тоже награда в области advertising, то есть рекламы и маркетинга. Вот награда Clio тоже сразу апробацию не прошла, но потом была признана на апелляции. Награда One Show Design, Golden Pencil, Art Directors Club, такого рода награды тоже вот не сразу были признаны иммиграционной службой, но на апелляции заявитель свое дело выиграл. В качестве, например, интернет-маркетинга существует такая награда, как Webby Awards. Вот эта награда тоже в итоге была признана, хотя изначально заявитель не предоставил достаточных доказательств национального признания. Часто, например, иммиграционная служба не признает награду, если она не уверена, что награда дается конкретно за данную область деятельности, например, какая-то награда общего плана, условно говоря, президентская медаль.
Часто непонятно, была она предоставлена за героизм на пожаре или за отличие в своей области. Итак, очень важно, чтобы награда была именно в данной области, и чтобы, как вот мы видим на примере Webby Awards, было предоставлено доказательство хотя бы национального, а лучше международного признания данной награды. Естественно, такие награды, как первое место на международном значительном, например, музыкальном соревновании, признается как значительная награда, признанная международно. Каким образом это доказывалось? Ну, вот, например, заявитель предоставил доказательства того, что участвовали люди из 25 стран. Вот это убедило офицера в том, что награда действительно международно признанная. Спортивные награды, например, золотая медаль европейского чемпионата, да, признается как награда, которая имеет, опять же, международное признание. Как ни странно, есть прецедент, на который мы ссылаемся, я решила его упомянуть. Такая вещь, которая не всегда признается или даже понимается заявителем как награда. Например, корочка «Мастер спорта международного класса». Вот есть прецедент, есть решение административного офиса, в котором написано, что это важная награда, и что данная дезигнация как мастера спорта международного класса, она должна оцениваться, расцениваться как награда, которая удовлетворяет этот критерий. Ну, например, такие награды, как спортсмен года, спортсменка года. Значит, отличник в своей области, именно подобного рода оценкам. Значит, это все может служить как доказательство наград, даже если это и не очевидно. Вот такая награда, например, насколько я знаю, корочку мастера спорта международного класса не вручают на трибуне какой-то. Это более такая бюрократическая процедура. Ну, например, переходя к другим каким-то областям, например, в области IT. Если человек создал свой стартап, получил значительное финансирование у каких-то известных инвесторов или у какого-то фонда известного, или в рамках работы с известным инкубатором-акселератором, это тоже может считаться наградой, поскольку, естественно, лучшая награда для стартапера, для предпринимателя – это, собственно говоря, финансирование. То есть вот такого рода вещи могут засчитываться как международно или национально признанные призы и награды. Скажите, если человек получает какие-то премии корпоративные, внутренние награды от компании или от профессиональной ассоциации и отраслевых сообществ, то засчитываются ли такого рода награды в качестве доказательств? Нельзя сказать, что прям вот нет шанса засчитать такие награды. Иногда он есть, но здесь очень важно углубиться в детали, показать, по каким критериям присваиваются эти награды и почему данные награды свидетельствуют о выдающемся статусе данного заявителя. Дело в том, что обычно награды, которые ограничивают спектр участников, в которых могут участвовать только работники данной компании, или даже, например, юниорские соревнования для спортсменов, в которых могут участвовать только спортсмены определенной возрастной группы. Очень часто иммиграционная служба не засчитывает такого рода награды из-за ограничений, которые налагаются на состав участников. Поэтому такие награды более трудно провести по этому критерию. Это не значит, что их нужно опускать, если у вас эти награды есть. Но в этом случае, опять же, нужно углубиться в критерии, в масштаб этих наград, может быть, судейский состав, показать, что достойные люди судят тех, кто претендует на эти награды. И в этом случае какой-то шанс закрыть этот критерий есть с помощью такого рода наград, но это более сложно, более трудно. Ну и в конце концов, заявителей я всегда призываю не отчаиваться, даже если вы не закроете этот критерий с помощью представленной информации, вы можете с помощью представленной информации нарисовать более полную картину о себе, даже если эта информация критерий не закрывает. Поэтому, безусловно, эту информацию подавать стоит, но вот закрыть критерии именно с точки зрения таких вот узконаправленных призов или наград, корпоративных или внутриведомственных, более трудно. А я хочу напомнить, в нашем видео мы не даем юридический совет. Видео делается исключительно в образовательных целях. И обязательно перед тем, как предпринимать какие-то юридические действия, если вы готовите визу, грин-карту, если рассматриваете, то обязательно перед подачей обратитесь к лицензированному адвокату. Контакты Татьяны Арестовой есть здесь внизу под видео по ссылке. Мой сервис VisaNow помогает собрать и организовать доказательства. Мы всегда будем рады вам помочь со сбором, с организацией документов.
тоже обращайтесь, ссылка тоже здесь. И если у вас есть вопросы по наградам, может быть, ваш кейс, может быть, у вас какой-то уникальный, исключительный кейс, задавайте здесь вопрос, переходите к нам в Telegram, задавайте там вопрос, и лицензированный юрист будет рад ответить. К вопросу о наградах для петиции EB1. Вот вы сказали, что в некоторых кейсах офицеры вернули request for evidence, запрос на дополнительные доказательства, недостаточно доказательств, не убедили, как-то, может быть, неправильно оформили. А вы могли бы пояснить, как надо оформлять награды в качестве доказательств для кейса? Какие документы нужно приложить, чтобы доказать эту награду? И какие вообще нюансы вот именно касаются оформления? Да, безусловно, с удовольствием. Прежде всего, заявитель должен предоставить доказательства получения самой награды. А вы удивитесь, но часто люди не предоставляют какой-то документ, сертификат, письмо, просто вот утверждают, что у них была какая-то награда. Как видно из решений, опять же, апелляционной комиссии, мы их читаем и удивляемся, заявитель заявил, что награду получил, но доказательства получения награды не предоставил. Поэтому очень важно прежде всего иметь какой-то документ. В худшем случае это может быть распечатка с веб-сайта организаторов данного соревнования, где есть упоминание о том, что вы эту награду получили. Далее очень важно дать информацию о самом соревновании. Вы можете дать информацию о том, кто организаторы данного соревнования. Вы можете дать прессу о данном соревновании. Не обязательно того года, в котором вы в нем участвовали. Может быть, пресса об этом соревновании была до или после. Значит, очень важно предоставить все, что вы сможете найти. Информация о судейской коллегии, кто выбирается в судьи данных соревнований, по какому регламенту, возможно, есть какие-то отраслевые документы, нормообразующие документы, которые показывают, как данное соревнование вообще по каким правилам должно проходиться и кто может входить в судейскую коллегию. Если у вас есть информация о судьях, которые присудили вам данную награду, вы можете предоставить их биографии, показать, что данные люди действительно являются экспертами в данной области, и, соответственно, присуждение вам награды, опять же, свидетельствует о признании со стороны таких вот уважаемых людей-экспертов. Далее очень важно предоставить приглашение, если вас приглашали на данное соревнование, и также, если у вас есть какие-то доказательства того, что именно ваше выступление было каким-то образом освещено в прессе, было куда-то выложено видео, может быть, оно было показано по телевидению, может быть, оно стоит на сайте вашей профессиональной ассоциации, спортивной или, например, танцевальной. Все это можно предоставить. Если у вас по результату соревнования брали интервью, замечательно, прекрасно, предоставьте это интервью. Если все это в видеоформате, нужно сделать транскрипт на том языке, на котором сделано интервью. Нужно предоставить скриншот веб-сайта, на котором оно выложено, а также нужно предоставить перевод на английский язык. Информация о тех людях, которые до вас или, может быть, после вас выигрывали это соревнование. Информация об их дальнейшей карьере. Все это может быть предоставлено для усиления этого критерия, опять же, с нашей основной целью. Повторяюсь, основная цель – это доказать, что вы являетесь одним из лучших на вершине вашей области. Поэтому вся эта информация в итоге предоставляется с одной целью – показать ваше величие вашей области, показать, что вы действительно лицо с выдающимися способностями в силу удовлетворения этого критерия. Короткий вопрос про как раз достижение вершины в своей области. Подходит ли, например, медаль за второе место? Зависит от того, в чем конкретно вы получили медаль за второе место, в какого калибра соревнований вы получили эту медаль. Но, безусловно, если, например, это чемпионат мира, и вы получили второе место, то это свидетельствует о том, что вы один из немногих на вершине своей области. Закон требует не доказать, что вот вы один, прям вот первый, единственный и самый лучший. Закон требует, что вы показали один из немногих. Поэтому, опять же, всяческая статистическая информация, которая показывает, что вот спортсменов, например, столько-то, из них вот ровно столько-то небольшой очень процент вообще смогли добиться вот такого второго места, тоже помогает показать, что вы один из немногих. Ну, естественно, что если вы второй человек в мире, получили серебряную медаль или даже бронзовую медаль на каких-то весомых, значимых соревнований уровня европейских соревнований, чемпионат Азии, мировые соревнования, вот такого рода соревнования, безусловно, призовые места и даже не призовые места.
Я бы сказала так, что если вы входите в первую десятку вашей области по какому-то рейтингу, рангу или на соревновании вы вошли в первую десятку, то этим результатом уже можно смело хвастаться, даже если это и не призовое место. Если нет таких серьезных наград, как олимпийских медалей, подходят ли различного рода фестивальные дипломы, может быть, стипендии, гранты? Вот, очень правильный вопрос. Значит, дело в том, что очень часто, например, ученые пытаются предоставить гранты, которые были выданы им на образование в качестве награды. Обычно, надо сказать, иммиграционная служба такие награды не признает. Они считают, что гранты, выданные на образование, хотя там действительно используется глагол award, то есть наградить, их как бы награждают этим грантом, но гранты, выданные на учебу, на образование, обычно не засчитываются. Это не значит, что эту информацию не нужно предоставлять. Безусловно, это способствует лучшему представлению о вас со стороны офицера, но выиграть критерий, скорее всего, с помощью этой информации не получится. Что касается фестивалей, то, опять же, упоминания на фестивалях или сертификаты участия в фестивалях могут быть разного характера. Могут быть сертификаты, свидетельствующие о том, что все-таки какой-то приз, например, приз зрительских симпатий или приз за лучшую музыкальную композицию или еще что-то, был вам действительно предоставлен. В этом случае это можно считать наградой. Если вы просто предоставляете красивую грамоту о том, что вы участвовали в фестивале, то критерий награды этот документ вряд ли закроет, поскольку наградой сам по себе не является. Однако этот документ можно использовать в другом критерии, который относится к представлению ваших достижений на выставках или шоу-кейсес. Вот здесь вот можно предоставить этот документ, публичное представление вашей работы на данном событии. Естественно, надо предоставить информацию о том, насколько значимым было это событие. Но вот, тем не менее, этот критерий можно попытаться закрыть с помощью такого документа. Но вот критерий награды конкретно и этой документации вряд ли можно будет закрыть, если там действительно не было выигрыша среди ваших профессиональных конкурентов. А если человек получил награду в смежной области, то есть не в той, в которой он подается, например, он выиграл чемпионат по теннису, он или она, а затем подает уже петицию на EB1, ну, прошло время, и этот человек уже тренирует и стал тренером. То есть он не доказывает, что он на вершине теннисистов, да, сейчас он же тренер, но все-таки это близко. Такого рода награды подходят? Смотрите, опять же, сразу скажу, что существует целая большая линия кейсов, в которых обсуждается конкретно взаимодействие между такими вещами, как атлет или спортсмен и тренер. Очень-очень часто люди подают на иммиграционные документы уже после того, как они завершили свою спортивную карьеру и начинают тренировать. Иммиграционная служба обычно придерживается такого мнения, что отличный или даже выдающийся спортсмен не всегда становится отличным или выдающимся тренером. Поэтому здесь есть прецедент, на который можно опираться, в котором сказано буквально следующее. Если вы показываете, что ваша траектория успеха в качестве спортсмена создала такой вот прочный фундамент для того, чтобы вы были отличным тренером, и плюс предоставляете документы о том, что вы действительно выдающийся тренер, тогда те достижения, которые вы имели как спортсмен, они оказываются релевантными к вашему отличию в качестве выдающегося тренера. Таким образом, предоставить эту награду, безусловно, можно. Но далее нужно очень подробное представление доказательств, составление рекомендательных писем, заявлений. Нужно описывать и показывать, каким образом вот этот вот опыт получения этих наград стал релевантным для того, чтобы вы стали отличным тренером. Поэтому сама по себе эта награда вряд ли будет достаточно, но использовать ее для того, чтобы построить вокруг этого кейс, построить доказательства и объяснения для иммиграционного офицера, при грамотной ссылке на данные прецеденты, безусловно, можно. Скажите, пожалуйста, а вот если нету крупных наград, есть награды такие небольшие, ну, например, в спорте это соревнования уровня города, или если в бизнесе, то это какие-то корпоративные небольшие знаки отличия. То есть если у человека есть несколько, скажем так, слабых наград,
Имеет ли смысл их прикладывать, заведомо понимая, что они не дотягивают до уровня международных? В таких случаях очень важно, во-первых, посоветоваться с опытным миграционным адвокатом и подумать о том, каким образом представить эти документы. Стоит ли их, если мы заведомо знаем, что они данный критерий не закроют, стоит ли их предоставлять как доказательство именно закрытия данного критерия, или, возможно, их стоит предоставить как просто часть вашей биографии для того, чтобы все-таки за рамками, за кадром они не остались, но не стоит их предоставлять именно в попытке закрыть данный критерий. Надо сказать, что вот когда я анализировала решение апелляционной комиссии миграционной по данного рода кейсам по EB1, я столкнулась с большим количеством кейсов, в которых иммиграционный офицер вот хватается за такую попытку закрыть какой-то критерий с помощью слабых доказательств, и невзирая на то, что заявитель, возможно, закрыл 3 других критерия, он пытается вынести негативное решение на основании требования о final merits данной петиции, то есть финального анализа данной петиции, именно ухватившись за слабые доказательства, представленные по какому-то критерию, который даже не был закрыт. Делает такой довольно странный с точки зрения логики, но понятный с точки зрения психологический вывод, что вот вы пытаетесь опираться на такие вот слабые доказательства, поэтому, наверное, вы не являетесь одним из лучших на вершине в своей области. Поэтому, чтобы не давать офицеру почвы для такого рода выводов, и стоит пытаться закрыть критерии с помощью каких-то заведомо неподходящих наград. Стоит, возможно, эти награды подать в другом разделе, в разделе биографии, общего бэкграунда, описания вашего творческого пути, а не в разделе именно награды, если под раздел награды они точно не подходят. Вопрос про командные награды. Допустим, спортсмен участвовал в командном виде спорта, и эта команда выиграла какую-то медаль. Или в бизнесе. Ну, например, вы сегодня упоминали «Канские львы». Это награда в области рекламы, и зачастую и заслуга именно команды есть в создании этого рекламного произведения, ролика или там, рекламной кампании. Вот как тогда быть? Ведь не один человек эту награду получил, а целая команда. Да, безусловно. В данном случае прежде всего очень важно описывать роль данного человека в создании той работы, которая эту награду получила. Важно предоставлять доказательства, что человек сыграл ключевую роль и что фактически эта награда была вручена и ему тоже примерно в равных долях и пропорциях. Надо сказать, с течением времени позиция иммиграционной службы по этому поводу эволюционировала, и она продолжает эволюционировать. У меня сильное подозрение в связи с, скажем так, политикой Белого дома и определенного рода президентах у нас политика Белого дома становится более разрешительной. При других президентах она требует от иммиграционных офицеров более строгого подхода и взгляда на вещи. Есть, безусловно, прецедент, на который можно ссылаться, о том, что групповая награда может быть приписана одному из участников, если показывается его ведущая роль в создании произведения и получении этой награды. Но, тем не менее, в времена, когда Белый дом ждет от иммиграционных офицеров жесткости и строгости, менее вероятно, что групповая награда, особенно если там очень много участников, или если роль данного заявителя была, ну, совсем периферийной, она будет зачтена по сравнению с теми периодами времени, когда, опять же, иммиграционной службе дозволяется более либерально выносить свои решения, и тогда больше вероятность, что такие награды проходят. Вот за 25 лет своей работы я заметила такие флуктуации, что вот, да, бывает, что групповые награды признаются лучше, бывает, что хуже, но это не отменяет необходимости все-таки за них бороться, доказывать, что данный заявитель действительно сыграл ключевую роль, что без него просто вот эта награда никак не была бы получена. Это рекомендательные письма, это письма от организаторов, от продюсеров, возможно, данного рекламного продукта, расписывающие, показывающие, в чем роль данного заявителя прежде всего. И опять же, все выводы должны делаться в сторону нашего главного вывода о том, как и почему присуждение данной награды свидетельствует о выдающемся статусе данного заявителя в его области.
какие вы видите изменения в связи с приходом Трампа в последнее время и тенденции? Что можете посоветовать или что можно ожидать заявителям при новой администрации? Да, спасибо за этот вопрос тоже. Так вот, как я уже сказала, на протяжении многих лет я замечаю такие вот волнообразные флуктуации в подходах иммиграционных офицеров. Очень многое из того, что делает сейчас администрация Трампа, напоминает мне то, что происходило при президенте Буш. Администрация Трампа на сегодняшний момент еще не так долго была у власти, чтобы можно было иметь какую-то статистику или говорить о четких каких-то тенденциях. Тем более, что тенденции, как правило, связаны с кадровыми решениями, то есть офицеры уходят, офицеры приходят, новых офицеров нужно оттренировать, это тоже занимает время. Скорее всего, сейчас, вот примерно 9 месяцев работает администрация Трампа, сейчас, скорее всего, мы имеем дело примерно с теми же офицерами, которые работали при предыдущем президенте, но в этом ведомстве всегда идет текучка кадров. В частности, сейчас вот мы видим много объявлений о наборе миграционных офицеров. И вполне возможно, что вот эта вот новая когорта, которая будет нанята конкретно сейчас, она получит тренинг, тренировку уже с установками на менее либеральное рассмотрение кейсов. И то, что мы увидим, будет во многом напоминать то, что мы увидели примерно через год после прихода президента Буша, не сразу, а вот где-то через год мы стали замечать такие более жесткие, более требовательные запросы на дополнительную информацию и решения иммиграционной службы. Поэтому еще раз заявителям очень важно помнить о двух вещах. Во-первых, нужно готовить очень-очень тщательно. Офицеры проходят очень короткий курс подготовки, они не понимают часто всех тонкостей, на которые они должны обратить внимание, поэтому очень важно, чтобы вас представлял именно лицензированный адвокат, который может офицеру не просто объяснить закон, а объяснить закон за своей подписью. То есть офицер, в принципе, понимает, что человек, имеющий лицензию, утверждает то, что этот офицер читает. Это помогает офицеру с большим доверием отнестись к вашим аргументам и заявлениям. Поэтому кейс нужно готовить тщательно. У нас сейчас меньше места для ошибки, меньше шансов надеяться на либеральность подхода офицера. Это первый важный пункт. А второй важный пункт состоит в том, что если, например, заявитель находится в Соединенных Штатах и не просто подает заявку на грин-карту, но еще и подает заявку на adjustment of status, то сейчас президент Трамп восстановил практику, которая существовала при президенте Буше, о том, что если человек не имеет законного статуса, то его дело передается в иммиграционный суд, то есть в removal proceedings, в депортационную процедуру. Поэтому, опять же, рисковать статусом, подавать какие-то петиции на удачу, авось мне повезет, мы категорически не советуем, потому что цена ошибки очень велика. И если вы находитесь в Соединенных Штатах, вы можете оказаться в removal proceedings только потому, что подали неудачный кейс. Поэтому еще раз призываю всех относиться к своим делам тщательно, серьезно и помнить, что это не лотерея и это не игра под названием «Мне повезет». Тогда у меня завершающий вопрос. Чего заявителям стоит начать при оценке своего кейса как в целом EB1, так и если конкретно у них вопросы по наградам для этого кейса? Я думаю, начинать нужно прежде всего с того, чтобы собрать максимум информации, которая у заявителей есть по каждой награде, начиная, вот, как я уже сказала, с подтверждения того, что награда была получена, и заканчивая информацией о самой награде, о самом событии, о судейской коллегии, организаторах и прочее. После того, как вся информация собрана, очень советуем, прежде чем подавать свой кейс, проконсультироваться с лицензированным адвокатом, показать, какой материал есть, и взвесить, скажем так, это все для того, чтобы понять, насколько этот материал удовлетворяет тем критериям, довольно жестким критериям, которые предъявляются к заявителям на EB1. Это вот то, с чего нужно начинать свой кейс. Спасибо вам большое за время и спасибо, что делитесь вашим опытом и знаниями. Спасибо, Данил, спасибо зрителям и слушателям. Пусть все ваши визы и грин-карты будут одобрены. Спасибо, что были с нами. До встречи в Америке. Пока.